Добрый день, друзья! Очень хотелось показать вам пересадку голландской орхидеи. И вот эту орхидею мы сегодня с вами будем пересаживать. Но почему пересадку этой орхидеи я вам хочу показать? Часто задаете вопросы, в горшках появился какой-то белый налет, похожий на плесень. И в голландских орхидеях это случается часто. Но так как лето, очень жарко, я хорошо просушиваю орхидеи, а этот белый налет появляется только при поливе, не могла все время найти то время, когда этот налет появится. И голландская орхидея не пересаженная у меня осталась одна или две, но остальные еще цветут, поэтому пересаживать их еще я не собираюсь. А вот в этой орхидее как раз появился тот белый налет, о котором вы и спрашиваете. Он появился в очень маленьком количестве. Вот здесь видно в горшочке. Но сейчас покажу вам именно низ горшка. Вот видите, здесь очень много видно этого белого налета. Налета, плесени. Все называют это по-разному. С чем же это может быть связано? Именно голландцы, но это мои предположения, сразу вам говорю, чаще всего выращивают орхидеи в симбиозе, может быть, с какими-то грибами, может быть, с микорризой. Точно, конечно, я не знаю, но читала об этом давно, что для того, чтобы проращивать семена, вот эта крохотная семечка прорастает только в симбиозе с каким-то определенным видом грибов. Потому что семечко очень крохотная, в нем нет запаса питательных веществ, чтобы вырастить такую орхидею. И ей нужен симбиоз именно с каким-то грибочком для того, чтобы ей отдавал питательные вещества, и она могла вырасти. Я читала об этом очень давно, может быть, лет 10-15 назад, когда действительно рассказывали про жизнь орхидей в природе, как эти меленькие ее семена приживаются, прорастают и начинает расти орхидея. Сейчас придумали много всяких питательных растворов, но именно в голландских, в тех, которые мы получаем, и я покупаю орхидеи в Камелии, а там чаще голландские орхидеи, присутствует такой налет. Он не мешает жизнедеятельности орхидеи, поэтому я на него сильного внимания не обращаю. Вот был кот, была желтый биглип, там тоже было это. При просушке это все уходит. Как только полил орхидею, появляются вот эти маленькие, беленькие, как бы пушистенькие даже пятнышки. Вот мы сейчас с вами разберем орхидею, я посмотрю в микроскоп, может быть, что-то увижу, может быть, что-то даже сфотографирую вам, чтобы это было понятно. Но, как видите, орхидея прекрасно наращивает корни. Растет она в этом покупном грунте 4 месяца. И первый раз я вам ее показывала, по-моему, 23 марта. У нее было 2 цветоноса, она сейчас доцветает, остался всего 1 цветочек. Но корни есть и в горшке, и горшок даже лопнул. Вот так много у нее корней, что горшок лопнул. Поэтому мы сейчас ее пересадим и заодно и увидим, что же это такое в горшке. Аккуратно постараюсь вытащить горшок, не повредив корни. Но корней так много в горшке, что я все-таки его разрежу. Так, здесь ничего не видно пока. Давайте сделаем надрез с другой стороны.
Может быть, так будет сейчас проще ее. Вот все просто. Давайте я пинцетом сниму вот эти кусочки коры, на которых есть такой белый вот этот налет. И сейчас постараюсь рассмотреть, что же это такое. Может, биологи меня поправят. Смотрите, здесь есть такая, как будто это маленькая грибница. Ну, как будто. Но это наше с вами предположение. Кстати, и пахнет, вот как в лесу, грибами. Так, ну а теперь давайте попробуем рассмотреть. Снимем с микроскопа прищепку. Конечно, я не биолог, поэтому точно сказать, что я это не могу. Но сейчас мы попробуем сфотографировать это на телефон через микроскоп. Может быть, смотрят канал биологи и подскажут нам, что же это такое. Ну, кто в этом хорошо разбирается. А мы давайте с вами очистим орхидею от грунта. А может быть, смотрит кто-то и из Голландии. Может быть, им известно. Может быть, у них рассказывают, что используют в теплицах для выращивания орхидей. Здесь еще, смотрите, сейчас покажу. Вот маленькие вкрапления, блестящие. Здесь используется еще небольшое количество вермикулита в посадке. Вот эти блестяшки, вот они поблескивают. Вот это вермикулит. Вот. О, вот большая, вот она. И вот еще. Так что, наверное, ох ты, а здесь прямо огромная. Как золотые, как маленькое тонкое золото. Может быть, каждый садовник что-то использует свое для выращивания орхидей. Но голландские орхидеи чаще всего очень качественные. По крайней мере, те, которые у меня. Я не говорю о бабочках, которые еще не очень стабильны. Вот эти новые сорта бабочек, которые сейчас стараются для нас вырастить, они не такие стабильные, поэтому все бывает. Но у этих орхидей хорошие корни. Сами орхидеи очень хорошо растут, приживаются. Вот такие листики мы потом с вами уберем. Сейчас наша задача убрать грунт. И убрать торфяной стакан. Вот торфяной стакан у голландцев чаще всего, опять же, чаще всего в пластиковой оплетке. Поэтому нужно оплетку разрезать. Вот такой пластиковой оплетке находится. И тоже ее убрать. Это донышко. Там остались еще небольшие части. Торфяной стакан убирается хорошо. Если вот видно здесь между корнями,
то даже в торфяном стакане корни не сгнившие. Так, ну вот все, что я смогла убрать вот таким механическим путем. Остальное я пойду промою орхидею под проточной водой. И все, что сильно вросло в корни, думаю, сейчас под водой это все очень хорошо отойдет от корней. Ну а что не отойдет, мы с вами насильно убирать не будем. Вот так выглядят промытые корни орхидеи. Мы здесь с вами видим, что от старых корней начали расти молодые корни. Стало видно внутри горшка, что тоже растут корешки. Сейчас, если так вот вижу один кусочек коры, но он так хорошо прилип к корню, что я его убирать не буду. А уберу только такие кусочки старых корней. И здесь где-то еще был сухой кусочек корня, вот он. И уберу вот этот. Убираю желтый листик, он уже не нужен орхидее. Можно его разорвать пополам, но он прекрасно и так отрывается. И пока промывала корни, вспомнила один вопрос, который мне недавно задали. На корнях орхидеи появились белые точки. Что это и как от этого избавиться? Когда я промывала, сейчас вам покажу, на одном корне прямо очень хорошо видно эти белые точки. Вот они. Вот такие белые точки. Вот есть белые точки. Но такой рисунок имеет корни орхидей. Его не смоешь, не уберешь никаким образом. И это не надо по этому поводу паниковать. Это все так, как задумала природа. Мы с вами это не сможем ни поправить, ни исправить. Так, теперь что я делаю после промывки? Вот эти два листика фласочных старых, вот видите, они с желтизной уже. Их можно убрать. Эти листья надо разрывать пополам и убирать, не получится оторвать, как этот желтый лист. Можно убрать, можно оставить. Орхидея очень быстро заберет питательные вещества из этих листьев и отсушит сама их, а потом можно будет убрать. Но если вам мешают чем-то эти листья при посадке, можно от них избавиться сразу. Я никогда при промывке не стараюсь распутать корни орхидеи. Вот видите, корни приняли форму горшка. Поэтому пусть они так и остаются. Они начнут расти в то пространство, которое будет в новом горшке. И заполнят так, как им удобно, тот горшок, в который я сейчас ее посажу. Можно поубирать еще вот маленькие здесь остались от коры. Но все, что не отмылось, я специально отрывать и ранить корни не хочу. Вот что легко снимается, то снимаю. Основание у орхидеи чистое. Больше ничего убирать и не надо. Так, горшок двойной, чуть больше, чем я всегда использую, он 2,4 литра. Обычно у меня горшки на 2,2 литра. Вот такой двойной горшок.
орхидея прекрасно в него помещается. Ставим орхидею по центру горшка. И засыпаю керамзитом. По мере того, как я засыпаю керамзит в горшок, я понимаю, что вот этот лист будет мешать. Здесь сверху торчат корни, я этот лист решила убрать. Разрываю лист в разные стороны, пока еще не засыпала, чтобы можно было, если там что-то от него не оторвется и останется, можно было убрать. Вот здесь вот маленький кусочек. Вот он. Вот так. Чтобы потом там внутри не подгнивало это все. И продолжаю дальше. Вот такая посадка орхидеи. У нее остался один цветок. Я пока не хочу его обрезать. Пусть доцветает. Цветет уже почти 4 месяца. Полив этой орхидеи будет, как всегда, по мере просушки корней. Ничего в поливе я менять не буду. Пока цветочек держится, удобрять не буду. Как только завянет последний цветок, тогда можно начать орхидею удобрять. В горшке только с одной стороны есть видимые корни. Вот по ним и буду ориентироваться с поливом. Если вам интересно узнать продолжение историй о моих орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будет приходить оповещение о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!